Такой Lada Largus заменит россиянам все кроссоверы АвтоВАЗа. У новинки клиренс 20 см, третий ряд сидений и большой багажник. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм каналы. Давайте говорить откровенно. АвтоВАЗ вновь метается из крайности в крайность, направляя гигантские ресурсы на проекты, которые вызывают не столько энтузиазм, сколько недоумение. Складывается впечатление, что в погоне за трендом на кроссоверы завод напрочь забыл о своей исторической миссии – выпускать доступные, простые и надежные автомобили для обычных людей. А ведь именно в этом сегменте у компании сейчас наблюдается едва ли не полный провал. Взять хотя бы недавно представленную Ладу Искру. Ее задумывали как модель, способную составить конкуренцию уже существующей Гранте и Весте. Но в реальности все выглядит иначе. Эта новинка не расширяет модельный ряд, а скорее отбирает покупателей у своих же собратьев по конвейеру. Когда стало известно о запуске в разработку новой модели, немало экспертов ожидали, что на базе Искры появится не только седан и, скажем так, странный универсал, но и вполне логичные версии хэтчбэк или классический универсал. Все-таки речь идет о платформе третьего поколения Логана, а она изначально проектировалась под множество форматов кузова. Но вместо того, чтобы развивать линейку с умом, стоило бы обратить внимание на незабытый, но по-прежнему востребованный Lada Largus. Эта машина давно требует модернизации. Она проста, понятна и, что немаловажно, надежна, пусть и базируется на уже устаревшей платформе B0. Когда АвтоВАЗ объявил о выпуске Искры на современной архитектуре 7F BLS, появилась надежда, что и Largus наконец-то обновят. Причем особых усилий и не понадобилось бы. Можно было просто адаптировать под российский рынок уже готовый Dacia Jogger. По сути, это все тот же Logan третьего поколения, только в кузове универсал и с элементами внедорожного дизайна. Высокий клиренс, защитный пластиковый обвес и модный кросс-облик. Есть как пятиместные, так и семиместные варианты, идеально для семейного использования. Ничего нового придумывать не нужно. Платформа уже есть, наработки есть, просто берем и делаем. Если уж удалось перенять технологии у Логана для Искры, значит и такую версию реализовать вполне возможно. Такой автомобиль мог бы закрыть сразу две важные потребности. С одной стороны, это семейный универсал с просторным салоном и третьим рядом сидений, подходящий для повсеместных дел и поездок на дачу. С другой, городской кроссовер с приличным дорожным просветом в 20 см, что позволит уверенно передвигаться по плохим дорогам и зимой, и летом. А для тех, кто планирует сэкономить до 40% на покупке автомобиля, используя лазейку в утильсборе, рекомендую обратиться в Hot Car Online. Ребята поставляют автомобили с аукционов Японии и внутренних рынков Южной Кореи и Китая с полным набором услуг от поиска и покупки до отправки, оформления и доставки в ваш город. Hot Car берет на себя подготовку всех документов, перевозку на судне, растаможку, ГИБДД, а вы получаете автомобиль, готовый к эксплуатации. Ознакомьтесь с базой отзывов и рекомендаций от клиентов, с которыми уже пройден этот путь. Контакты и ссылки оставил под видео, пишите или звоните, и вам рассчитают стоимость понравившегося автомобиля и расскажут, как получить выгоду до 40% с рынком РФ, а мы идем дальше. Несмотря на очевидные потребности рынка, АвтоВАЗ продолжает греть общественность разного рода анонсами и обещаниями. Говорят о минивэне на базе удлиненной Весты, обсуждают кроссовер на той же платформе, но я уже не раз говорил и повторю снова. Кроссоверы – это мода и маркетинг, за которыми часто не стоит реальной пользы. Эти машины представляют собой неудачный компромисс между полноценным универсалом и настоящим внедорожником, и пользы от них по большому счету немного. В действительности нашему рынку нужна многофункциональная машина, которая сможет выполнять максимум задач и для работы, и для семьи, и для повседневной жизни. Причем речь идет о сегменте доступных авто, где люди действительно считают каждую копейку. И здесь вместо того, чтобы разрабатывать десятки ненужных моделей, АвтоВАЗу достаточно создать одну действительно полезную машину, которая найдет своего покупателя
покупателя. Такой подход избавит от необходимости договариваться с китайцами о совместном производстве, избегать заведомо убыточных проектов и нерациональных затрат, постоянно тянущих деньги из бюджета. На мой взгляд, вместо бесконечных экспериментов с устаревшими платформами и проектов, которые редко доходят до серийного производства, стоило бы сконцентрироваться на том, что действительно имеет смысл, на полноценной модернизации Ларгуса. Представьте себе универсал с дорожным просветом в 20 см, третьим рядом сидений и огромным багажником. Простая в обслуживании, функциональная и доступная машина. Именно такой автомобиль сегодня нужен огромному количеству российских семей. Она бы идеально вписалась в реалии наших дорог и потребностей. АвтоВАЗу давно пора пересмотреть свои ориентиры и сосредоточиться не на красивых презентациях и модных концептах, а на реальных нуждах своих покупателей. Люди хотят надежные, практичные и недорогие автомобили, а не очередной псевдокроссовер, сделанный ради галочки. И ведь если вложить деньги в проект нового Ларгуса по образцу Dacia Jogger, это было бы куда более логично и перспективно, чем разрабатывать очередную сыроватую модель под лозунгом «Мы все сделали сами, давайте нам аплодисменты». На днях с конвейера АвтоВАЗа Лада Ижевск сошел 50-тысячный экземпляр модели Lada Largus. АвтоВАЗ возобновил производство Ларгуса весной прошлого года. До этого сборка автомобилей данного семейства была налажена на предприятии в Тольятти. Largus доступен в версиях универсал и коммерческий фургон. Также у пассажирского Ларгуса есть 7-местная и кросс-модификация. В базовых версиях Classic автомобиль получил 8-клапанный 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 90 лошадиных сил. Агрегат работает совместно с механической коробкой передач. В списке опций аэроглонасс, АБС, кондиционер, электростеклоподъемники передних и задних дверей и центральный замок с дистанционным управлением. Для универсала в этой версии также доступен 16-клапанный двигатель мощностью 106 лошадиных сил. С осени прошлого года АвтоВАЗ приступил к выпуску электрической модели Largus с отечественной батареей. В машине устанавливают синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 50 кВт 68 лошадиных сил, с возможностью на короткий период достигнуть 120 кВт 163 лошадиные силы. Максимальная скорость автомобиля составляет 145 км в час, а разгон до сотни займет менее 10 секунд. Наконец, у Ларгуса есть модификация со штатным газобаллонным оборудованием. Такая версия позволяет использовать два типа топлива – метан и бензин. Что скажете вы? Нужен ли нам Largus на базе Dacia Jogger? Как обычно, делитесь мнением в комментариях. Интересно узнать, что думают реальные автолюбители. Ну и обещанная мною шутка. Сын, ты как там? Отпишись быстро. Да все норм, пап, а что такое? Тут в новостях передавали, что 19-летний парень попал в ДТП. Я волновался. Пап, мне 24 года. Ну ладно. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.